За окном хмурая осень. События в стране и в мире не радуют. Много плохих новостей, ограничений. А это значит, что самое время вернуться к воспоминаниям о нашей прошлогодней поездке в Россию и закончить рассказ о ней. Нам осталось поведать о последней части путешествия. В прошлом видео на эту тему мы остановились на Владимире, а сегодня вас ждет рассказ про Смоленск, Катынь и Брест. Прежде чем мы продолжим, напомним, что вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ваша подписка очень мотивирует нас делать новые ролики. Спасибо! Все, что мы знали на момент начала путешествия о Смоленске, что это город у западной границы России, который неоднократно становился местом важных сражений. Будучи одним из древнейших городов Руси, Смоленск имеет выгодное географическое положение на дороге из Европы в Москву. Поэтому он неизменно оказывался под ударом вторгавшихся в российские земли неприятельских армий и получил известность как город-щит и щит России. С тех тяжелых времен в городе сохранились фрагменты крепостной стены, построенной в 16-17 столетии. Она играла важную роль в обороне города и всего русского государства. Благодаря ей и храбрости защитников города здесь не раз останавливались наступления иностранных армий. В 1812 году во время войны с Наполеоном большая часть укреплений была уничтожена. Сохранились 18 башен и около 3,5 километров фрагментов стен. Сегодня сооружение является архитектурным памятником. Это был первый объект из списка, и он нас не разочаровал. Когда стоишь рядом с этой стеной, то кажется, что даже сам воздух здесь пропитан героической историей этого города. Недалеко от стены находится опаленный цветок. Страшный памятник о страшных событиях, посвященный памяти малолетних узников фашистских концлагерей. Это, пожалуй, самый страшный и неприятный памятник из всех когда-либо увиденных. Рядом с ним тяжело даже стоять, хочется уйти. Настолько тяжелое впечатление он производит. Далее мы отправились в Лопатинский сад. Он был разбит в XIX веке на месте Королевской крепости, и теперь на ее бывших валах появились беседки и цветочные клумбы. Парк имеет очень разнообразный и интересный ландшафт с мостиками над прудами. Можно покататься на лодочках. В парке обращает на себя внимание памятник защитникам Смоленска августа 812 года, установленный в XIX веке. Последней достопримечательностью города, с которой мы ознакомились, стал кафедральный храм Смоленска, расположенный на Соборной горе. Построенный в начале XVII века в память об обороне города от армии Речи Посполитой. Читал любопытную историю, что во времена войны 812 года Наполеон даже приказал выставить стражу для охраны собора, настолько он был поражен его красотой. И мы с ним полностью согласны. Главный храм Смоленска очень красивый. Особенно впечатляет пятиярусный иконостас. К сожалению, в храме нельзя было фотографировать, так что мы не сможем его вам показать. Но если у вас будет возможность его увидеть, то очень рекомендую. Остальное время мы просто погуляли по улицам города. Из кафе нам особенно запомнилось кафе «Русский двор». Заведение очень красиво оформлено и предлагает своим гостям традиционные блюда русской кухни. Порадовало, что не надо долго ждать, и его удобное расположение. Недалеко от Смоленска располагается Катынь. В Польше есть много мемориалов, посвященных произошедшим здесь ужасным событиям. Это место массового убийства польских граждан, в основном пленных офицеров. Мемориал был возведен здесь в 2000 году. Всего в Катынском лесу покоятся останки более 6 тысяч пострадавших от сталинских репрессий. Для нас было большой неожиданностью узнать, что помимо поляков здесь было убито много советских граждан. В некоторых статьях встречается цифра в 150 захоронений. В основном это были жители Смоленска и окрестных мест. Само место расположено в красивом, тихом сосновом бору. По мемориалу проложены мостки, то ли для того, чтобы было удобно ходить посетителям, то ли для того, чтобы не ступать на землю, усеянную братскими могилами людей.
Посещение произвело на нас очень тяжелое впечатление. Сейчас, в наше относительно мирное время, трудно поверить, что такое вообще возможно. Нам очень понравился Брест и его гостеприимные жители. Правда, мы были только в историческом центре. А главной достопримечательностью, первым пунктом для посещения, конечно же, была Брестская крепость. Это укрепленная цитадель, построенная на месте Брестского замка в 1833 году. 22 июня 1941 года она приняла на себя один из первых ударов фашистских войск. Ее героической обороне посвящено много фильмов и книг. Одна из них в списках не значится. Остается самой тяжелой книгой из когда-либо прочитанных мною. А размеры крепости поражают. Огромные монументы словно призваны показать масштабы произошедших здесь событий. Есть несколько музеев, в которых очень много экспонатов. Если у вас будет желание посетить крепость, то планируйте минимум полдня, и это без учета бастионов. Следующим обязательным пунктом была пешеходная улица Советская. Свой современный облик она приняла после реконструкции в 2009 году и с тех пор стала одним из любимых мест для прогулок туристов и горожан. На этой улице мы любовались живописными фасадами каменных усадеб начала 20 века, посетили несколько ресторанов. Вечером ребенок с удовольствием поиграл у светящегося фонтана. Путеводители по городу настоятельно рекомендуют посетить аллею кованых фонарей на улице Гоголя, и не зря. Фонари появились здесь в 2013 году. Некоторые из них передают сюжеты произведений писателя, другие изображают то, чем занимается предприятие-спонсор установки этого фонаря. Здесь есть светильники в виде часов, ткацкого станка, символические фигуры клоуна, ангела, скрипичного ключа. Очень интересно ходить по этой аллее и рассматривать все. Здесь же, рядом с аллеей, есть памятник тысячелетия Бреста. Он сооружен в 2009 году на средства горожан. На памятнике представлены образы некогда правивших здесь князей и простых жителей. Над ними простирается фигура ангела-хранителя. Также здесь отображены важные вехи городской истории. Спать мы отправились пораньше, потому что рано утром предстояло пересечь границу с Польшей. Таможню в этот раз мы проходили намного дольше, несмотря на то, что встали очень рано. Очередь двигалась мучительно медленно, и мы устали, словно бы все это время ехали куда-то по плохой дороге. Наконец пост остался за спиной, и мы устремились в Краков. Домой мы приехали вечером, и так закончилось наше большое путешествие в Россию и обратно. Если понравилось, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Не забывайте выражать свое мнение в комментариях, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!